Друзья, всем привет! Сегодня познакомимся с самой глубокой мышцей нашего тела. Мышцей, скрытой от глаз, но очень важную. Пояснично-подвздошная мышца влияет на работу жизненно важных органов – печени, почек, кишечника, желудка, желчного пузыря. В восточных учениях ее называют мышцей души, и мы разберем, как она связана с нашим душевным состоянием. Также научимся делать упражнения для укрепления и расслабления поясничной мышцы. Они помогут избавиться от боли в спине и наладить работу внутренних органов. Роль поясничных мышц в теле и положение. Поясничные мышцы с обеих сторон начинаются от позвоночника, прикрепляясь к 12-му грудному позвонку Т12 и к каждому из 5 поясничных позвонков. Отсюда они проходят вниз через брюшную полость и таз, а затем прикрепляются к верхней части бедренной кости. Поясничная мышца – единственная соединяющая подвижную часть позвоночника с ногами. Она отвечает за поддержание вертикального положения и участвует в подъеме ног при ходьбе. Правильно функционирующая поясничная мышца стабилизирует позвоночник и обеспечивает поддержку всего туловища, образуя площадку для жизненно важных органов брюшной полости. Через фасции поясничная мышца соединяется с диафрагмой и в результате оказывает влияние на дыхание и на рефлекс страха. К чему приводит спазм пояснично-подвздошной мышцы? Ее хроническое напряжение имеет медицинский статус – синдром подвздошно-поясничной мышцы. Да, это уже диагноз, который в свою очередь провоцирует следующее нарушение. Поскольку поясничная мышца крепится ко всем поясничным позвонкам, то ее перенапряжение – спазм – оказывает сильное воздействие на поясничный отдел спины. Так, если спазмируются верхние волокна поясничной мышцы, то происходит уплощение прогибов поясницы – плоская спина. Когда же перенапрягаются нижние волокна поясничной мышцы, то возникает гиперлордоз. Формирование избыточного прогиба поясницы приводит к образованию протрузий и грыж. Поскольку поясничная мышца находится с обеих сторон позвоночника, то ее спазм с одной стороны приводит к искривлению поясничного отдела позвоночника вбок – сколиозу. Нижним отделом спазмированная мышца создает давление на зону тазобедренного сустава. Функциональность тазобедренных суставов снижается вплоть до развития коксартроза. Кроме того, поясничная мышца участвует в фиксации внутренних органов, формирует ложе почек. Любые проблемы в ней приводят к смещению внутренних органов со своих мест и, соответственно, к нарушению их кровообращения и иннервации, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Из-за больших размеров и своего положения поясничная мышца может имитировать почти любое нарушение работы органов – кишечника, поджелудочной железы, почек. При этом имитируется не только боль, но также и сопутствующие нарушения автономной нервной системы, как потеря аппетита, чувство несварения, тяжести и так далее. Поскольку поясничная мышца напрямую связана с грудопоясничным переходом позвоночника, то ее спазм может оказывать негативное влияние на выходящие из этого района позвоночника нервы и, соответственно, на управление и работу внутренних органов – печени и желчного пузыря, желудка, поджелудочной и 12-перстной кишки. Все это неминуемо приводит к заболеванию внутренних органов, которые невозможно вылечить, пока не будет устранена проблема с поясничной мышцей. Перекосы в поясничной мышце могут частично стать причиной менструальных спазмов и даже проблем с зачатием, так как мышцы оказывают дополнительное давление на репродуктивные органы. Это далеко не все особенности влияния пояснично-подвздошной мышцы на наш организм. Если вовремя заметить начавшиеся проблемы с ней, то можно избежать многих неприятностей со здоровьем. В противном случае результат – хронические боли в пояснице, заболевания суставов позвоночника и внутренних органов. Эмоциональное состояние и поясничная мышца. Постоянное блокирование поясничной мышцы влияет не только на тело, но и на наше эмоциональное состояние, личные отношения и общую удовлетворенность жизнью. Известно, что хроническое перенапряжение этой мышцы связано с чувством страха и тревогой. В то же время, разблокировав эти мышцы, вы легче избавитесь от боязни и других негативных эмоций. В йоге подвздошно-поясничную мышцу называют душой физического тела. И действительно, она имеет отношение не только к напряжению в пояснице, но и к нашему душевному состоянию.
Чем сильнее и пластичнее эти мышцы, тем больше у вас жизненной энергии, которая свободно проходит по всем вашим мышцам, костям, связкам и органам. Вот почему необходимо уделять достаточное внимание этой мышце для физического и эмоционального здоровья. Причины возникновения проблем. Синдром подвздошно-поясничной мышцы могут вызвать совершенно, казалось бы, противоположные вещи. С одной стороны, сидячий образ жизни, с другой – регулярное поднятие тяжести в силу профессиональной необходимости или спортивных увлечений. Психологические причины. Современный ускоренный образ жизни, питаемый адреналином симпатической нервной системы, вызывает хроническое напряжение поясничной мышцы, заставляет ее находиться в постоянной готовности к борьбе или бегству. Поясничная мышца помогает нам мгновенно приступить к активным действиям или свернуться в защитную позу эмбриона. Так как поясничная мышца столь тесно связана с такими основными физическими и эмоциональными реакциями, то, будучи хронически сокращенной, она постоянно сигнализирует вашему телу, что вы находитесь в опасности, истощая надпочечники и разрушая иммунную систему. Занимаясь оздоровлением поясничной мышцы, мы можем возродить нашу жизненную энергию, научившись соединяться с жизненной силой Вселенной. По мере того, как вы будете учиться чувствовать и расслаблять поясничную мышцу, лучше станете понимать сигналы вашего тела и придете к большему ощущению внутреннего покоя. Вы сможете раскопать страхи, которые были долгое время заперты в организме, как бессознательное физическое напряжение, и проработать их. Как правильно работать с поясничной мышцей? Нужно понимать, что само по себе отдельное укрепление или только расслабление поясничной мышцы не добавит ей здоровья. Ей необходимо и то, и другое. А пропорция укрепляющих упражнений и растяжек должна учитывать ваши индивидуальные особенности осанки и состояние опорно-двигательного аппарата. Если заниматься только укреплением мышц, приседаниями, силовыми тренировками, восстановить здоровье спины таким образом не удастся, а общий уровень стресса еще больше возрастет. Длительная езда на велосипеде или лыжах тоже способствует возникновению синдрома подвздошно-поясничной мышцы и усугубляет напряжение в пояснице и в животе. Каким бы видом физической активности вы ни занимались, обязательно включайте в свои тренировки, растяжки и релаксационные техники. В этом видео я покажу несколько упражнений на расслабление и укрепление пояснично-подвздошной мышцы. Если они покажутся вам сложными, то на канале есть урок йога при боли в пояснице. Там я показал полноценный комплекс, по которому вообще каждый сможет позаниматься. Также есть видео йога при депрессии. В нем я даю важные упражнения для вытяжения позвоночника, что тоже поможет расслабить мышцы и почувствовать себя очень даже хорошо. Под видео я оставлю ссылку «Получить 10 лучших видеоуроков». Нажмите, и вы получите 10 видео по самомассажу и йоге на вашу электронную почту. Упомянутые выше видео тоже будут в письме. Скоро на канале будет 50 тысяч подписчиков. Полгода назад я и подумать не мог, что это произойдет так быстро. Спасибо вам за то, что помогаете распространять видео. И если мои уроки оказались полезны вам, можете поддержать канал материально, помочь мне накопить на обучение йога-терапии и поучиться у разных тренеров по оздоровлению. Итак, практика. Йога лучше всего поможет вам расслабить поясничную мышцу. Никаким массажем так глубоко не заберешься. Движение и правильное дыхание – самый простой и приятный способ растяжения поясничной мышцы. Сейчас и так все в состоянии повышенной тревожности. Еще и дома сейчас все сидим. Если ничего не делать, то здоровье у людей на почве стрессов и гиподинамии оставит желать лучшего. Нужно срочно заняться собой. Ограничение к этому комплексу при грыжах и протрузиях делайте все мягко и в режиме комфорта. Следите за тем, что в пояснице не усиливался прогиб при выполнении упражнений. И сейчас выполним несколько упражнений для улучшения работы поясничной мышцы, для ее укрепления и одновременно для ее расслабления. Этот комплекс не только на эту мышцу будет воздействовать, но и, как вся йога, на все тело, но акцент будет именно на пояснично-подвздошной. Итак, первая асана – это мы ложимся и вытягиваемся. Просто вытягиваемся, шагаем пятками вот так вот в ту сторону, плечами в противоположную, чтобы удлинить свой позвоночник. По вытяжению позвоночника есть урок на канале про депрессию, называется.
Там много различных вариантов вытяжений, которые нужно выполнять как можно чаще. Вытянулись таким образом и укладываем руки возле таза. Выполним Эко Пада Уттанасану, ее вариацию. Вдох, поднимаем ногу на 30-40 градусов. Выдох, опустили. Вдох, левую подняли. Выдох, опустили. Полностью расслабили живот. Вдох, правую подняли. Выдох, опустили. Полностью живот расслабили, когда опустили. Вдох, левая. Выдох, опустили. Полностью расслабили все мышцы. Руки вытягиваем за голову. Вдох, подняли. Выдох, опустили. Расслабили. Вдох, подняли. Выдох, опустили. И если вы чувствуете сильное напряжение в животе, то лучше побольше расслабляйтесь между подъемами. Прям вот буквально подняли ногу, опустили, и секунд 20-30 лежим, расслабляемся. Другую ногу подняли, опустили, и снова полминуты расслабляемся. В зависимости от того, насколько у вас сильно накопилось напряжение, мы больше расслабляемся, либо больше напрягаем мышцу. Сейчас покажу вам упражнение, которое дополнительно поможет мышцу пояснично-подвздошную вытянуть и, соответственно, позволит ей расслабиться. Для этого нужен стол, либо какая-нибудь высокая кровать, либо я делаю на подоконнике. Смотрите, вы ложитесь, одну ногу сгибаете, а другую свешиваете вниз, чтобы она мягко под собственным весом растянулась. И полминуты-минуту так повытягиваетесь, а затем с другой ногой повторите точно так же. Одна нога согнута, другую свешиваем и позволяем ей самой под своим весом растянуться. Если же у вас нету высокой кровати, массажного стола или подоконника, вот такой вариант упражнения можно сделать прямо на коврике. Поза ящерицы называется. Мы ставим правую ногу вперед, левую сзади укладываем на колено, прям подальше, чтобы почувствовалось натяжение в бедре. И сами отклоняемся вперед и регулируйте уже сами, чтобы чувствовать натяжение, но чтобы сильно больно не было, чтобы это было терпимо, комфортно. И потянитесь полминуты, минуту. Если вам мало натяжения в этом упражнении, то такая добавка, что мы берем ногу заднюю за стопу и приближаем. Вот тут вам точно натяжения уже будет достаточно. И мягко вытягиваем. Первый либо второй вариант полминуты-минуту поделайте. Это также поможет вам растянуть и мышцы бедра, и пояснично-подвздошную мышцу. Хорошо, минуту так продержали и в другую сторону разворачиваемся. И теперь левую ногу вперед, правая сзади и, соответственно, также мы максимально вперед корпус переносим, чтобы почувствовать натяжение в задней ноге. И если не хватает натяжения, то ногу сгибаем, берем за стопу и так вот вытягиваем ее. С удовольствием мягко вытягиваем. Дыхание глубокое, лицо довольное. И полминуты-минуту в этой асане побудьте. Дальше мы выполним еще две хорошие асаны стоя. Они также помогут и укрепить, и растянуть пояснично-подвздошную мышцу, и вообще помогают хорошо с позвоночником поработать. Встаем. И выполним сейчас две прекрасные асаны стоя.
Одна позволит укрепить пояснично-подвздошную мышцу и другие мышцы, а другая хорошенько растянуть бок и, собственно, эту мышцу тоже. Для первой асаны нам понадобится кубик. Ставим кубик под руку таким образом, либо вот таким вот образом. Наклоняемся к правой ноге, ставим руку под плечом и ногу левую вверх поднимаем. Если вам так будет слишком просто, можно и без кубика. Ставить просто руку на коврик и противоположную руку вытягивать вверх. Ногу поднимаем параллельно полу и пяткой тянемся туда, в ту сторону. Все тело во все стороны здесь вытягиваем. Ногу нижнюю сперва можно подсогнутую держать, постепенно ее выпрямляем. И хорошенько во все стороны себя вытягивайте. Руки в противоположные стороны. Ногу, голову в противоположную сторону, спину вытягивайте. Тогда будет эффект еще больше. И хорошенько так побудьте полминуты, минуту, в зависимости от ваших возможностей. И можно добавить еще такой вариант. Руку за голову вытягиваем и еще больше верхний бок вытянем. Хорошенько вот так. Потянитесь и возвращаемся. Опустились. Расслабились. И в другую сторону также наклонились сперва. Сейчас покажу уже только без кубика. Если нужен кубик, подкладываем. Ставим руку на линии с ногой. Если тяжело держать равновесие, руку можно сбоку поставить. Поставили руку. Вверх вторую руку вытягиваем и ногу поднимаем. Постепенно выпрямляем нижнюю ногу. И стоим так во все стороны, вытягиваем себя. Прям хорошенько вытягиваем, чтобы вся спина, ноги, все хорошо вытянулось. И с удовольствием так стоим, не смотрим повсюду, смотрим в одну точку, чтобы держать равновесие. Полминуты, минуту так побудьте, и затем руку так вытягиваем над головой. И еще лучше верхний бок растянем. Хорошенько растянем верхний бок. И возвращаемся. Опустились. После этой асаны можно немножко потянуться, если такое желание возникнет. Просто в наклоне побыть. И после этого сделаем вытяжение стоя. Ставим руки на бедра и вытягиваем спину. Смотрите, поставили руки и сперва плечи вот так вот задираем высоко, а потом постепенно плечи опускаем и тем самым мы мягко удлиняем позвоночник. Здесь не нужно никаких резких движений делать, тогда все будет безопасно. Мягко вытягиваемся. Еще раз повторю, что все варианты вытяжения вы увидите в уроке про депрессию. И хорошо, возвращаемся. Спокойный вдох и выдох. Полностью расслабьтесь. После каждой асаны понаблюдайте за своими ощущениями в теле. Потому что смысл не только в том, чтобы одну асану за другой делать, но и наблюдать, что в теле происходит. Дальше мы ставим стопы на ширине метра. Теперь мы с удовольствием растянемся в треугольнике. Разворачиваем стопы вправо, корпус не разворачиваем. Руки в стороны. И теперь мы ладони вверх так повернули вниз и наклоняемся вправо. Здесь мы поправили таз, руку вытягиваем вверх. Если вы никогда не делали это упражнение, то важные моменты, что мы вперед вот так не заваливаемся сильно, назад тоже не падаем вот туда. Мы ровно стоим, как будто бы сзади стенка, и мы к ней прижимаемся. И если тяжело будет, можно повыше руку ставить. Вот так вытягиваться. Главное ощутить вытяжение в верхнем боку и хорошенько вытягивать позвоночник.
Тоже полминуты, минуту так постоим. И в завершении руку над головой вытягиваем, смотрим на ладонь. И еще лучше верхний бок растянем. И возвращаемся. Поднимаемся. Разворачиваем ноги в другую сторону. Руки тоже в сторону вытянули. Ладони вверх, вниз. И опускаемся влево. Также опустились, поправили таз. Руку вверх вытянули. И на удобном расстоянии ставим. Можно на пол поставить, если дотягиваетесь. И полминуты, минуту так побудьте. Без напряжения. Дыхание спокойное. Лицо довольное. С удовольствием так в асане побудьте. Верхний бок вытягиваем. И в завершении асаны руку над головой вытягиваем. Еще больше вверх вытянем. Смотрим на ладонь. Если теряете равновесие, можно в пол смотреть. И возвращаемся. Опустились, немножко свесились. И затем встаем. Можно к этому комплексу добавлять упражнения из урока при болях в пояснице. Может, какие-то свои упражнения добавлять будете. Но этот цикл асан, он именно позволяет проработать пояснично-подвздошную мышцу и вообще хорошенько с телом поработать. Надеюсь, вам понравилось видео про поясничную мышцу. Если оно было полезно, прошу поделиться им с родными и близкими. Буду благодарен, если поставите лайк, подпишитесь на канал и нажмете колокольчик, чтобы получать все уведомления о новых видео. С вами был канал Здоровье Нации. До новых встреч!